Приветствую вас, дорогие зрители мамочкиного канала. Продолжаем вязать вместе с вами пуловер «Чайка». В предыдущей части мастер-класса мы с вами связали кокетку по кругу, и сейчас будем довязывать росток на спинке. Я буду показывать на своем примере, а если у вас будет иная какая-то ситуация с убавками, с количеством рядов и возникнут вопросы, то пишите мне в комментариях, я помогу. Небольшое уточнение делаю. Последний ряд этой кокетки, провязанной по кругу, свяжите по изнаночной стороне. Так сделано у меня, и вам будет так проще не запутаться, слушая мой рассказ. Вот вы видите результат, который вы должны будете получить по этому видеоуроку. Довязанная полоса росток. Как видите, не идеально я повторила пройму полочки при вывязывании ростка на спинке. Поэтому не переживайте, если у вас тоже будет получаться такая ситуация. Немного есть расхождения в пройме. Все дело в том, что первый ряд ростка я начинала вязать вот с этих линий прибавок на спинке. Но можно было начало сдвинуть и вот на этот верхний сгиб, тогда можно было бы добиться идеального совпадения. Но мне было проще так рассказывать вам, соответственно вязать и рассчитывать. И я сделала ставку здесь на растяжимость полотна в этом месте на спинке и в принципе не прогадала. Ничего нигде не тянет, даже с такой проймой. Сейчас начну вязать первый ряд ростка. Отмечаем вот эти линии прибавок. Прям я в серединку прибавочки поставлю маркер. С этой стороны и с этой стороны тоже на линии прибавок. Самой верхней к плечику. И теперь будем вязать, получается, от этой линии прибавок только по спинке до этой. И будем в конце ряда делать убавочки, чтобы у нас ряды становились все короче и короче, и они заполнили вот это пространство, недостающее вот эту полосочку. И здесь под рукой мы смогли соединить вот в этой точке. Я буду убирать по 2 петли за каждый ряд. Возможно, у вас получится точно так же. Как это я прикинула? Смотрите, чтобы попасть вот в этот уголок, который здесь у меня создается прибавочкой, если я его выровняю со столбиками, которые один над другим идет, то есть примерно вот так у меня получится, например. Вот здесь я выровняла просто вот так по столбикам и соединила вот с точкой здесь. То есть получается, чтобы я пришла через несколько рядов вот в эту точку, мне нужно убавить все вот эти петельки ряд за рядом. Сколько это здесь получается петелек? Можно прибавочку не считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Сколько же мне нужно вот здесь рядов провязать? Это примерно 5 сантиметров, а 5 сантиметров у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. То есть 16 петель я должна убрать за 7 рядов. Но мне проще убирать 14 тогда петель за 7 рядов, в каждом ряду убирать по 2 петельки. Прикиньте так у себя. Если у вас какая-то другая история, то напишите мне, разберемся. Я буду в начале ряда провязывать так, чтобы я убрала 2 петельки сразу. Довяжу до конца ряда, в конце уберу 2 петельки. В следующем ряду опять в начале сразу 2 петельки уберу и в конце. На точках вот этих вот прибавок я буду продолжать вязать прибавки. Давайте я поставлю голубые маркеры, чтобы вы видели, в какую петельку я буду делать прибавочку. С этой стороны мы делаем прибавочку, вот прибавочка, вот в этот правый столбик, потому что он ближе к центру полочки. А на этой прибавочке над левым столбиком. Здесь будем вязать прибавку. Все как раньше мы делали, точно так же. Итак, приступим. Нам придется оборвать ниточку вот здесь, в середине полочки, если у вас нет другого мотка, у меня нет. И теперь смотрим, по какой стороне мы вязали предыдущий ряд. Вязали вот по этой стороне предыдущий ряд, значит сейчас я буду вязать по обратной стороне. Это начало ряда. Итак, начальную петельку я подготовила. Это у нас начало ряда, это место прибавки. У меня маркер стоял между
двумя столбиками галочки. Вот к левому из них я буду прикрепляться сейчас. Можно снять маркер. Прикрепляюсь к левому столбику. Это просто место прикрепления, этот столбик не берем в расчет. И теперь две следующие петельки мы хотим убрать. Как мы их убираем? В следующую петельку мы провязываем столбик без накида, в следующую полустолбик с накидом. В следующем ряду эти петельки уже провязывать не будем. Дальше мы вяжем столбики с накидом обычные. 2 сейчас провяжу и поставлю маркер над первым из этих столбиков с накидом. Вот это будет конец следующего ряда, когда мы пойдем на обратном пути. Теперь вяжем все столбиками с накидом. Вяжем дальше столбиками с накидом. Проходимся в маркерах, делаем прибавочки в этом и в следующем. Здесь мы делаем вот в этот столбик галочки, здесь мы делаем вот в этот столбик галочки прибавку. И когда довяжем вот сюда, до этого маркера окончания ряда, я покажу, что там делаем. Итак, вот я начала здесь ряд, здесь провязала ряд, провязала и пришла вот сюда, к этому маркеру. Итак, смотрите, осталась у меня одна петля, вторая, и вот это уже столбик галочки. Делаем накид над первым столбиком, вяжем незаконченный полустолбик с накидом. 3 петли на крючке остается. В следующую петлю вставляю крючок, вытаскиваю. Все так туго подтягиваем только, чтобы ничего не провисало. И в следующий столбик, это уже столбик галочки, тоже вставляю крючок, вытаскиваю ниточку, все тоже подтягиваю. И дальше захватываем нить, провязываем 2 петли, раз и 2, потуже, накид, еще 2 петли, раз и 2. 3 петли на крючке остается, это петли полустолбика с накидом нашего. Провязываем их вместе. Оп. Вот таким образом мы завершили и убрали 2 столбика. Дальше мы должны убрать вот эти 2 столбика. Поворачиваем вязание. Какой убираем? Следующий и следующий. В следующий столбик вяжем столбик без накида. В следующий полустолбик с накидом. Как и в начале прошлого ряда делали. Запоминайте вот это. И дальше все столбиками с накидом. Провяжу сейчас 2. Раз, 2. И перенесу маркер на первый из этих 2 столбиков с накидом. Это будет окончание следующего ряда. Дальше вяжу все столбиками с накидом. Так. Как обычно, провязываем места с прибавками, перенося маркер опять в этот, а здесь в этот. И провязывая прибавочки, да? И вот здесь, когда дойдем до этого места, то покажу здесь. Итак, провязала и этот ряд уже. Вот здесь дохожу до маркера. Как мы заканчиваем ряд? Оставляем непровязанным этот отмеченный столбик и предыдущий. Тут мне осталось 2 еще столбика провязать обычно. Теперь в этот столбик провязываем незаконченный полустолбик с накидом, в этот столбик незаконченный столбик без накида. И еще захватим следующую петельку. Просто прихватим чуть-чуть. Итак,
незаконченный полустолбик с накидом. Подтягиваем все. Дальше в следующую петельку, это уже маркированная была, незаконченный столбик без накида, 4 петли на крючке. И в следующую, просто чтобы свести ряд на нет, тоже незаконченный полустолбик с накидом, 5 петель на крючке. Так всегда будем заканчивать ряд. Одинаково заканчивать, одинаково начинать. Провязываем 2 петельки, 4 петли на крючке, захватываем опять 2 петельки и остались только 3 петли полустолбика с накидом. Провязываем их вместе. Оп. Вот так свели ряд на нет. Поворачиваем. Всегда, опять же, начинаем ряд всегда теперь тоже одинаково. Надо убрать вот эти 2 столбика. Над первым вяжем столбик без накида, над следующим полустолбик с накидом, потуже все вяжем и дальше все столбики с накидом. Парочку провязала и маркер в первый из них поставила. Это теперь конец следующего ряда. Мы будем захватывать уже эту петельку, отмеченную, и немножко захватим ту, которая за ней пойдет в конце следующего ряда. То же самое, что только что мы сделали. То есть начало ряда одинаковое теперь будет и конец ряда одинаковые. Пока не провяжем все запланированные ряды, в моем случае 7 рядов. И за эти 7 рядов я уберу с каждой стороны по 14 петелек. Итак, опять провязываем, здесь прибавки, здесь заканчиваем ряд, провязывая незаконченный полустолбик с накидом до маркера, незаконченный столбик без накида в маркированную петлю и незаконченный столбик без накида в следующую, просто чтобы свести ряд на нет. Провязываем 2 петли вместе, 2 петли вместе и оставшиеся 3 петли вместе. Поворачиваем вязание, начинаем со столбика без накида, потом полустолбик с накидом, потом провязываем парочку столбиков с накидом и над первым из них ставим маркер. То же самое, что только что здесь проделали. И вот так из ряда в ряд мы убираем петельки и вяжем вот этот вот скос. Сейчас покажу, как он получается. Вот если сложить кокетку так, как она у меня была сложена, то вот получается, каким образом мы здесь провязываем пройму, пока не придем вот в этот уголочек, как я говорила. И с этой стороны тоже. Вот она провязывается, пройма. Выравниваем мы ее здесь. И потом она совпадет вот с этой точечкой, когда мы довяжем все ряды. Если у вас на этой полосе, это, наверное, самый сложный момент, возникают какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь, конкретно на вашем примере я с вашими цифрами расскажу. Мне пришлось провязать 8-й ряд ростка, чтобы, как и полочка, росток заканчивался на изнаночном ряду. Следующий ряд я буду уже вязать по лицевой, это будет уже круговой ряд, и в нем мы будем соединять кокетку под рукой, провязывая подрезы. Итак, что я еще сделала? На спинке, в крайние точки спинки поставила по маркеру. Это точки, которые мы будем соединять под рукой с такими же точками на полочке. На полочке что это за точечки? Это вот эти наши регланные линии полочки. И вот в эту ближайшую к рукаву петельку ставим маркер. Вот я поставила маркер в столбик ближайший к рукаву. Вот в этот. И здесь тоже нахожу регланную линию, галочка вот в этот, ближайший к рукаву. Что еще? У нас есть регланные вот эти линии на спинке. Здесь я тоже
переставила маркеры. Есть два столбика, я поставила маркер вот на этот, ближайший к центру спинки. И здесь тоже есть два, и тоже вот в этот поставила маркер, ближайший к центру спинки. И сейчас будем вязать по кругу. Начинаю я вязать с центра полочки. Здесь у меня связано по изнаночной стороне. Сейчас я буду вязать по лицевой. Итак, вот я нахожусь в центре полочки на лицевой стороне. Вяжу, как обычно, начало, как мы раньше вязали. Вытягиваю, делаю выпуклый столбик. Ставлю на него маркер, чтобы не потерять начало ряда. И дальше, как всегда, у нас здесь была прибавочка. Продолжаем вязать прибавочку. Два столбика туда же, в одну петлю. Дальше все по одному столбику. Вот провязываю по одному, пока не дойдем вот до отметки под рукой. Здесь мы будем соединять вот так. Это пройма. Дохожу сюда и покажу. Итак, я довязала от начала ряда до первого маркера. И смотрите, еще сделала цепочку из воздушных, соединяющие два маркера под рукой. Создала пройму, это место подреза. Сколько же воздушных набирать? Вот я прикидывала, что у меня 6 сантиметров будет подрез. Можно свой образец вспомнить или вот так приложить и посчитать. У меня получилось 14 столбиков я должна набрать. То есть 14 петель я вот здесь набрала. То же самое нужно сделать и со второй рукой тоже. Итак, что делаем дальше? Так, сейчас я еще сделаю тут столбик именно в маркированную петельку. И потом продолжаю вязание по этой цепочке. Цепочку набирайте не очень туго, стянуть мы всегда сможем, а вот расширить уже цепочку не сможем. Смотрите, чтобы цепочка была не меньше вашего запланированного подреза. В моем случае 6 сантиметров. Провязала я все свои 14 столбиков. И вот в маркированную провязываю тоже столбик. И дальше продолжаем вязать каждую петельку по столбику. Вот так оформили место под рукой. Дальше переходим мы на спинку. Здесь у нас есть линии с прибавками. Вяжем везде по одному столбику. На маркерах, это наши линии прибавок, вяжем по 2 столбика. И маркер передвигаем теперь в столбик, который ближе к центру спинки. Здесь в этот, здесь в этот. И дальше опять все одинокие столбики. Здесь опять соединяем цепочкой под рукой, вот так, и провязываем точно так же, в моем случае 14 столбиков. Дальше переходим на полочку и приходим в самое начало. И начинаем, как обычно, вязать новый ряд, и тут я уже потом покажу. Итак, что я уже сделала? Я довязала этот первый ряд после соединения до конца. Не забываем в конце ряда делать прибавочку. Потом начала, как всегда, с рельефного столбика новый ряд. Прибавочку сделала в начале. Здесь продолжаем делать все то же самое, что мы делали раньше. И провязала вот до этого места ряд. Дальше мы будем весь джемпер вниз вязать одинаково, из ряда в ряд повторять один и тот же ряд. Как мы будем его провязывать? У нас есть 2 прибавочки около рельефного столбика, 3-я прибавочка на спинке и 4-я прибавочка на спинке. Эти прибавки мы продолжаем делать. Они расширяют полотно.
А мы не хотим, чтобы расширялось, мы хотим, чтобы полотно шло трубой вниз. Поэтому мы должны сделать и 4 убавочки. Убавки мы будем делать вот в этих точках, которые я отметила. В принципе, над теми же столбиками, где у нас были маркеры по окончанию спинки и полочки. То есть между этими двумя маркерами у меня все набранные столбики новые. 14 штук их. Вот на этих помеченных сиреневых маркерах я буду делать убавочки. На голубых маркерах я буду делать прибавочки. Сейчас покажу, как делаем убавки. Вот я, как сказала, дошла до маркера. Под руками будет у нас такое правило. Между маркерами полоса будет оставаться всегда неизменной. Вот как было у меня 14 петелек, так они и останутся до конца вязания джемпера. То есть убавочку мы будем делать, соединяя маркированный столбик с тем, который идет правее, когда мы встречаем первый маркер, и здесь маркированный столбик со столбиком, который идет левее от него. То есть мы захватываем петельки не под рукой которые, а с боков. То есть на примере этого маркера мы соединяем петельку перед маркером, провязывая туда незаконченный столбик с накидом, и в маркированную петельку незаконченный столбик с накидом, 3 петли на крючке провязываем вместе. Вот это теперь новая петелька для маркера. Сейчас я провяжу 2 столбика, чтобы отойти от этого места и не мешался он мне. Вот 2 я обычно провязала, вот это убавочка. Над ней ставлю маркер. В следующем ряду я буду соединять уже эту петельку вот с этой. А здесь так 14 мои и будут провязываться. Довяжу до следующего маркера, сейчас покажу. Так, дошла до этого маркера. Следующий столбик маркированный. Соединяем его и со следующим. То есть с тем, который ближе не под руку, а к основному полотну. Провязать, чтобы не мешалось, еще 2 столбика. И поставлю маркер. Вот убавочка, над ней ставлю маркер. Вот такое будет правило. Итак, на прибавках синие маркеры мои. Я буду вязать прибавочку и ставить маркер всегда к столбику ближайшему к центру спинки. На этом маркере тоже ближайшему к центру спинки. А на сиреневых маркерах делаем убавочки, соединяя столбик с соседним в сторону основного полотна и этот маркированный столбик с соседним в сторону основного полотна, а не под руку. Надеюсь, это понятно. И вот таким образом вяжем джемпер вниз, 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 вниз до того момента, пока вот этот уголок полочки не достигнет у нас максимальной длины нашего джемпера. Если мы захотим резиночку вязать после этого джемпера, то вот до резиночки тогда. Ориентируемся по переднему уголку. А в следующей части видеоурока мы будем вязать рукава. Будут вопросы, пишите. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!